А если стрелок лошара? Слушай, какой-то чувак стоит на дороге, что-то продает. Давай подъедем, спросим что-то. Он что, в дублянке, что ли? Это лето, жара. Вот. Здорово! А вы тут скорость превышаете, здорово? Какую скорость? А вот скорость превышаете. Что превышаете? Арбалет нужен? Хорош. А чё, почем? 300? 400? Чего? Новый? Да рублей пойдет. Еще смотри, новый. Прям с завода. Видал? Завода. Вот. Вещь. Просто сказка. А на них разрешения нужны? А какие? Я тебя прошу, мы в Шаховской. Какие разрешения? Ты их украл, что ли? Не, какое ты что? Ты за кого меня принимаешь? Я купил их. Ладно, меня давай она- мы подумаем и это на Смотрите, обратном пацаны. пути поедем. Может быть это. Только не превышайте. Все, давай. Дебил какой-то, бля. Слушай, а арбалет это нормальный арбалет так с виду, нет? Да я Ты не что, ничего знаю. не знаешь про арбалет? Нет. Ну давай вернемся. Все-таки, может быть, это. Давай. Что поподробнее узнаем. Да, что, здорово. 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 Что, передумали? Берете? Мы сомневаемся, нужно что-нибудь, что ты рассказал про них, расскажешь? Ну давай, паркуйся, выходи, пойдем. А дверь мне откроешь? Пойдем, пойдем. Пойдем. Все, начинаем, что ли? Ну да. Что, блочный, рекурсивный там? Всем привет! Ты на канале вы на канале Супер Арбалет. Сегодня будет максимально хладнокровный, опасный обзор на змеиную серию арбалетов. Это Кобра и Мамба. У меня арбалет. Мамба. Он А где твой компактный. арбалет-то? Ой, ща, подожди. Он компактный. И сумка не нужна, да? Так берешь, ставишь, защелкиваешь, все, готово. Хочу вам сказать, что мы разыграем, скорее всего, арбалет Мамба, но при одном условии. Если у нас на канале после выхода этого видоса в течение месяца наберется 1100 подписчиков. Мы новый арбалет Мамба разыграем обязательно. Если мы наберем 2100 подписчиков за этот же месяц, то мы разыграем два арбалета. И Кобру R9, и Мамбу блочную. Как думаешь? Заманчивое предложение. Ну, по Хочешь рукам. колется? Давай. Так что все зависит от вас, дорогие зрители. Подписывайтесь. И, может- возможно, это будет все в вашем. Да, кстати, один человек два арбалета выиграть сразу не может, могу сразу предупредить. Поэтому ваш арбалет какой-то будет один из этих двух. Подписывайся ты, супругу подписывай. Зато два арбалета останутся в семье. Значит, у меня арбалет Мамба, у него уникальная система блоков, то есть тетива расположена с другой стороны блоков. Это первое. Второе. Натягивается этот арбалет очень легко, то есть здесь уникальный предохранитель. Ну и, соответственно, компактность этого арбалета, ну, прям на высоте. Качество исполнения. Металл, термоустойчивый пластик, морозостойкий. Поэтому, мне кажется, это достойный игрок на этом рынке. У меня арбалет Кобра R9. Это уникальный арбалет, первый в мире арбалет с рычажным взводом. Здесь уникальность его в том, что замок идет к тетиве, а не тетива к замку. Качество материала изготовления на высоте. А что касается предохранителя, он тоже хороший. Он не позволит вам стрельнуть в холостую. Да ладно! Итак, дорогие зрители, вы, наверное, резонно нам зададите такой вопрос. А зачем вы вообще сравниваете эти арбалеты? Так я скажу вот одно. Эти арбалеты очень похожи. То есть сегмент потребления у них практически один. Оба арбалета созданы для отдыха и развлечения. Этот блочный арбалет, этот рекурсивный. Но они очень похожи. И я думаю, достойны как раз сравнения между собой. Они схожи по силе натяжения, в принципе, по своим немножко габаритам. И в дальнейшем мы надеемся, что производитель обратит внимание и сделает блочный Немножко вариант. габаритом говорит. Ага. Я же доставал, Прям вообще же из-под немножко куртки нормально. Габаритом. Ну ладно, посмотрим все дальше, кто покажет себя Ну, лучше. Мне кажется, что имеет смысл точно их сравнить. Поэтому мы обращаемся к компании EK Archery. Сделайте, пожалуйста, блочную модель. А пока это только мечты. Итак, предлагаю начать с комплектации из коробки, куда упакован данный арбалет. Вот моя Мамба упакована в такую картонную коробку. Она, конечно, самая обычная, но самое главное, что внутри, а не как выглядит коробка. 3 стрелы входят в комплект, соответственно, цевье, рукоять, которую вы собираете, ну и вся остальная направляющая часть. Вот и все.
Сборочного комплекта нет, да? Там ключики есть. Есть, это хорошо. Но что касается моей упаковки, здесь можно сказать, даже ничего говорить не нужно, все видно. Самое главное, упаковка красивая, сразу можно подарить, не стесняясь. Упаковывать не нужно ничего. А самое главное, здесь сразу показано и нарисовано, что находится внутри. Над этим, конечно, производитель заморочился и коробку придумал. Что касается самой комплектации. В комплектацию данной модели входит 6 стрел коротеньких, воск и 1 ключ, шестигранник. И самое важное — это безопасность. Это защитные очки пластиковые, чтобы вас вдруг не прибило чем-нибудь. Не знаю, зачем они, правда. Еще плюсом данного арбалета является то, что прицельная планка, она же является и прицелом. По этим рискам можно прицеливаться и стрелять. Это является несомненным плюсом арбалета, поскольку в комплектации никакого прицела не идет. Перейдем же к габаритам и весу арбалета Cobra R9. Его длина составляет 54 сантиметра в длину и 48 сантиметров в ширину. Весить такой арбалет будет 2,1, 2 килограмма 100 грамм. Это правда? И итого у нас получается 6000 за килограмм. Замеряем габариты и вес арбалета Мамба. Полная длина арбалета составляет 42 сантиметра, то есть от начала стремени до конца натяжителя. И ширина. Здесь даже поинтереснее. Очень компактный арбалет, прям ну вообще. 26 сантиметров. Это примерно как у него плечи размером длина арбалета, а это так вообще в 2 раза компактнее. Ну давайте вес замерим. 1 килограмм 100 грамм. Оверпрайс. 25 тысяч за килограмм. Что касается сборки арбалета, арбалет поставляется уже в коробке в таком состоянии: плечи, они собраны, тетива натянута. И собрать арбалет крайне просто. Все, арбалет собран. Итак, что касается сборки арбалета Мамба. Вот в таком состоянии он поставляется, значит, и прикручивается цевье сюда, стремя, планка вивер для прицела и рукоять. Занимает, ну, буквально несколько минут. Самое важное, что блочная система уже у вас в коробке, все собрано. Поэтому я думаю, что разобраться сможет даже ребенок. Итак, предлагаю уже помериться этими арбалетами. Соответственно, начнем с того, как же они натягиваются. Давайте, смотрите, мой арбалет очень легко натягивается с помощью вот этого натяжителя. Хлоп. Не чувствуется, но стреляет. Я думаю, что он просто обалденно. Смотрите, как плечи складываются. Это реально круто. У меня тоже арбалет заводится довольно-таки легко, благодаря уникальной, единственной в мире системе рычажного взвода. И учитывая, что у меня на арбалете 90 фунтов, это на 30 фунтов больше, чем у тебя, Антон, верно же? Да, Мамба 60 фунтов. Но мы здесь и собрались, чтобы проверить эти 2 арбалета. Немного о ремонтной пригодности арбалетов. Что касается Cobra R9, здесь крайне просто поменять плечи на запасные, они снимаются крайне быстро. И благодаря рекурсивному типу можно также быстро поменять тетиву. Также здесь есть небольшой люфт внизу, но он меня совершенно не напрягает. Но его можно избежать, если сюда поставить прокладки. Меня смущает прицельная планка, потому что она пластиковая, и она может сломаться. Если ее менять, то придется менять полностью рукоятку. Что касается ремонта пригодности арбалета Мамба. Значит, что мне нравится? Сделано все очень просто, реально просто. Но первое, механизм. Все-таки, наверное, придется лезть вовнутрь, чтобы его обслужить. И, соответственно, как любые блочные плечи, вы должны иметь, ребята, пресс. Просто так, как рекурсивный арбалет, мы заменить тросы и тетиву не сможем. Но по виду очень все простенько. И вот, мне кажется, даже нечему ломаться тут. Направляющая металлическая, пластиковая рукоять, цевье, но она сделана вполне неплохо. Ну и сама рукоять, она тоже пластиковая, и, как я уже говорил, противоударная и морозостойкая. Итак, следующий тест – это скорострельность. У нас у каждого по 3 стрелы, соответственно, кто первый отстрелялся, тот получает выигрыш. Тот получает очко. 1, 2, 3. Я спешил
за тобой. На самом деле, мне кажется, что ну вот прям вот тютелька в тютельку каждый арбалет идет. Есть свои особенности у каждого арбалета. Вот скорострельность у них, ну плюс-минус 1 секунда там, как Давидыч снимает на BMW, нам не важна, поэтому, ну прикольно. Мне на самом деле и этот арбалет нравится, и этот. У этого щелчок такой прикольный, прям. Ну то есть как бы чувствуется как будто оружие. Ну, также согласись. Но здесь зато все тихо, реально все тихо прям. Всё, тишина. Согласись с тем, что не все зависит только от арбалета, но и от стрелка. Да, если стрелок лошара, То есть можно и быстро уже руку набить, даже можно в левой руке держать стрелы и прям под приклад их держать. То есть заряжаешь, у тебя стрелы в руке, спокойно можешь заряжать. Но это нужно приловчиться. А можно в кармане так, но это лишняя потеря времени. Короче, нормальные арбалеты, скорострельность. на Примерно высоте. одинаково. Ну и, соответственно, с обычными стременными арбалетами этот арбалет в разы выигрывает. Что Мамба, что Кобра. Сейчас мы сделаем замер скорости. Значит, каждый выстрелит именно своими родными стрелами. А потом мы выстрелим вот этой стрелой без оперения. Она подходит и к Мамбе, она подходит и к Кобре. Поэтому, чтобы все-таки можно было сравнить эти два арбалета между собой по скорости. Поэтому первый выстрел делаем стрелой из комплекта. Поехали, посмотрим, сколько же он покажет нам. Арбалет Мамба. $216. Так, берем кастомную. $202. Арбалет Кобра, родная стрела. 219. Кастомная стрела. $217. Скорость осталась почти той же самой. Арбалет Мамба родной стрелой 216, кастомной стрелой, которая длиннее, 202. Что же у тебя, Марк, получилось? У меня получилось на родной стреле 219, на кастомной 217. Итак, предлагаю поговорить о цене данных арбалетов. Марк, Ау. сколько там твоя Кобра-то стоит, которая без комплекта? На сегодняшний день она у меня стоит 13 тысяч рублей. А твоя Мамба? А моя Мамба стоит 25 тысяч рублей. Что, давай? Давай. Мне кажется, арбалет еще пригоден точно. Поэтому у нас еще дальше сейчас краш-тест будет продолжаться. Выйдем за поворот, посмотрим еще посильнее. Значит, что сейчас видно уже однозначно, оторвало прицельную вот эту планку, которая вот эта мушка. Все остальное, в принципе, целое. Ну, плечи там соскользнули. Направляющая вышла. Ну, она вышла, но ничего страшного. Ну, грязно тут немного, короче, это. Да, сейчас помоем. В итоге, в общем, я не могу сказать, что это прям капздец. Пока он еще жив. Посмотрим, что с Мамбой будет. Ну что, пришло время Мамбы. Кобра завершила свой поход с прицепом. Дай мне, Марк, Кобру.
Я что хочу сказать. Это вообще должен сделать, наверное, тот человек, который участвует в видосе про эту кобру. Но что скажешь? Ну, скажу то, что меня это очень сильно удивило, потому что я был очень заинтригован, как себя поведет арбалет. И был уверен, что наверняка он сломается, не выживет, но судя по тому, что он прокатился, самый основной урон, здесь самый жесткий, это на направляющую, она немножко выскочила. Но думаю, пару ударов Ее, короче, молоточком. погнуло. Вверх, Да, ее короче. погнуло вверх, и я думаю, пару ударов молоточком, и все будет хорошо. И что самое главное, законцовки, они просто стесались и стерлись, но они никак не сломались, и тетива все в том же самом состоянии, которым есть, как новая, только помыть нужно будет. Я тебя если перебью. что, вдруг. Законцовки вообще у рекурсивных арбалетов это вообще больная вещь. И поэтому здесь просто плечи съехали. Ну, так как здесь вот это вот крепление, так скажем, не фиксированное, уехали, и арбалет, ну, прям не такой адский урон у этого арбалета. Бля, даже работает. Ну, короче, он работает, да. Кряхтя, но Да, работает. ну, он, короче, работает, да. Ничего здесь не поломалось на крепеже. Пластик, реально крутой пластик, Охренительный короче. пластик. Стесался, но прям... Короче, арбалет в рабочем состоянии, немножечко молоток и смекалку, и он будет как новый. И бля. плечики обратно поставить. Мы потом... Приедем на базу. Мы потом приедем на базу, попробуем его восстановить и, соответственно, запишем вам видос, что с ним произошло и как нам удалось его восстановить. Вот эта часть, вот смотри, планка, она вообще, ну, как бы... Перебью тебя. Самое главное, мы говорили по поводу ремонтоспособности. Блин, она ничего не сломалась. Короче, Она стесалась. не переживайте за ремонтоспособность. Менять планку не нужно. Ее просто нереально убить. Предлагаю такой же тест, но теперь с мамбой. Антон, все. Плечи сломались. Все, она разлетелась вся. Ей... Ну что, провезли мы и мамбу, сделали краш-тест ей. Ну, Да. в итоге сами видите, блочная система. В принципе, я этого конкретно и ожидал. Потому что плечи у любого блочного арбалета, лука, ну они никак не крепятся, там, в отличие от рекурсивного. В итоге просто плечи вылетели из карманов, соответственно, все рассыпалось. Да, есть тут небольшие, как бы, такие маленькие совсем косячки, то есть, ну, как бы болтики, которые вкручиваются вот в плечи. Некоторые плечи разрушило, но ничего в этом страшного нету. Мне кажется, что их можно использовать обратно, что ли. Ну, короче, надо вот в этом вопросе надо разбираться. Вот, видите? Что это такое? Так и должно быть или нет? Короче, будем снова пробовать собрать этот арбалет. В общем, с направляющей здесь тоже немного вот такая эпопея произошла. Похожая, как, в принципе, и на похожая. кобре, да. То есть, вот, ничего в этом удивительного нету. Но, в общем, я не могу сказать, что это прям арбалет, там, ну, не знаю, плохой. В связи с его конструкцией это должно было произойти. Мы другого не ожидали, ребят. Поэтому выбирать только вам. А мы показываем факты. Кстати, если не ошибаюсь, я даже вроде натяжитель работает после всех этих... Только там камней много забилось. Да, в натяжитель, короче, попали вот в эту, как бы, под направляющую, попали камни. Но он работает. Вот тут что-то, ну, чувствуете, что вот он ходит. Короче, натяжитель вообще обалденный. Было бы что натягивать, он бы натягивал бы точно. А теперь у нас мамба с усами. Ну, неплохой, короче, арбалет. Я не могу сказать, что он прям плохой. Особенности у каждого арбалета есть. Но блочный тоже хороший арбалет. И рекурсивный хороший арбалет. Определяйтесь, уже вы. Готовы ли вы за это отдавать 25 тысяч рублей? Либо за этот вы готовы отдавать 13 тысяч рублей. Либо что-то отдельно будете докупать, там, приклад, ремень и все остальное. Выбирать только вам. Арбалеты для развлечения
больше, чем достаточны. Так как мы их убили, я думаю, вы их вряд ли будете убивать. Поэтому Используйте арбалеты по назначению. Поставь лайк, мы их помоем. Че, как новый вообще, да, смотри, не считая поломок только наших. Давайте подведем итог. Значит, арбалет Мамба, конечно, полностью развалился. Вот, но я думаю, что мы его починим. Арбалет Кобра тоже развалился, но не прям вообще в дымину. Короче, из Не этой критично. направляющей стрелять тоже нельзя. По итогам краш-теста, как бы, ну, арбалеты оба пока непригодны для стрельбы. Посмотрим, сможем ли мы их потом восстановить, и, соответственно, обязательно вам это покажем. И еще, кстати, хотели про условия конкурса. Да? Напомни, да, про розыгрыш. Опять же повторим, то, что если у нас через месяц после публикации данного видео будет на канале 1100 человек, подписчиков, то мы разыграем арбалет Мамба. Ну, естественно, не этот. Да, нормально. Да. А если же у нас будет 2100 человек подписчиков, то мы разыграем два арбалета. Это Кобру новую и новую Мамбу. Поэтому все зависит только от вас. Подписываемся на канал, ставим лайки, набираем подписоту, короче, на нашем канале, разыгрываем арбалеты и ждем новых видосов. Всем пока, рады были вас видеть. Надеемся, вам понравился наш обзор и краш-тест данных арбалетов. Забыли, холостой выстрел еще нужно сделать. Ну, как бы уже не жалко арбалет, да? Но я вам больше скажу, он по-любому точно выстрелит. Направляющая, видите, какая? Так, выстрел в холостую Кобры после краш-теста. Я, короче, конечно, подочковываю немного. После той возни, что мы и делали с ней, может и что-нибудь отстрелить, но надеюсь, что все будет чики-пуки. Как новая. Как ни в чем не бывало. Со скидкой в магазине не продадим. Мы ее будем восстанавливать и посмотрим, что же дальше будет с этим арбалетом, то есть реально ли его восстановить. Короче, вот этот арбалет вообще рабочий. Этот арбалет тоже рабочий, но пока мы из него не можем сделать холостой выстрел по объективным причинам. Не Вот. можем даже Но мы делать его выводы. соберем, вот, и надеюсь, что все будет с ним хорошо, с этим арбалетом. Ну и попробуем тоже также с него холостнуть, поэтому все понятно всем.